Глава 3. Серый лис. Господин Винсент, Из-за двери донесся голос Фиджеральда. вы несколько дней не поднимались на верхнюю палубу. Корабль скоро бросит якорь, и, как судовой врач, я настоятельно рекомендую вам прогуляться. В его голосе слышалось беспокойство. Мы с Коком собираемся на берег и не откажемся от приятной компании. Вздохнув с облегчением, Винсент тотчас отворил доктору. «Земля? Мы что, уже прибыли в Новый Свет?» Что вы? Это лишь небольшая остановка на пути в Америку. «Вот как. Пожалуй, вы правы. Мне действительно необходимо сменить обстановку и проветрить мозги от наболевшей чепухи и беспокойства. Я с удовольствием разомну кости». Отлично. Встретимся у трапа. Пойду обрадую нашего повара. А знаете, Боб мало к кому привязывается. Он не меньше меня переживает за вас. Каким-то чудом вам удалось расположить к себе здоровяка. Фиджеральд подмигнул ему и зашагал прочь. Винсент не знал, успокоился ли Даррелл или затаил на него обиду. Ни тайника, ни железного ящика с замком в каюте не было, так что после недавней ссоры появился риск быть ограбленным. Возможно, он не станет воровать лично, но запросто может приказать кому-то из своих людей. Тем более, что некоторые из его отряда совершенно не походили на добропорядочных граждан и солдат британской армии. Остаться без средств к существованию. В незнакомой стране, вдали от дома, где все отличается от родной Англии, нет поддержки отца и матери, равносильно смерти. Даррелл знает, что я не особо доверяю Марго, так что искать золото в ее нижнем белье точно никто не станет. Винсент разделил монеты и драгоценности матушки на небольшие кучки, завернул их в тряпки и направился к подруге Британи. К счастью, девушки на месте не оказалось. Воспользовавшись моментом, он распихал узелки по укромным местам и сундукам, доверху набитыми платьями, после чего поспешил покинуть каюту и уже через минуту стоял на верхней палубе, облокотившись на поручень одного из бортов «Призрака», ожидая, когда команда спустит шлюпки на воду. Оставляя за собой огненный шлейф, солнце клонилось к западу. Его золотые лучи отражались от океана и каскадами ниспадали на крыши домов, окрашивая протянувшуюся вдоль линии горизонта гряду белых облаков, похожую на длинную стену, в оранжевые, розовые и фиолетовые цвета. Теплый свет угасающего огненного шара ласкал побережье, отбрасывая на причал тени от длинных мачт и неубранных парусов. Пышные зеленые холмы Азорских островов, поднимающиеся из бирюзовой воды, словно изумруды, казались раем после пары недель, проведенных в бескрайнем океане. Британи подошла и положила руку ему на плечо. Словами не передать красоту этого места. Не могу поверить, что мы сбежали из Англии и теперь стоим здесь, любуемся этим сказочным закатом. Она чуть поежилась от налетевшего с северной стороны промозглого ветерка, вдохнув полной грудью прохладный вечерний воздух. Винсент кивнул в знак согласия, повернулся и обнял любимую, наслаждаясь теплом ее тела. Обокрав родителей, я поступил как последний мерзавец, и теперь всякий имеет полное право презирать меня. Вот увидишь, как только мы встанем на ноги, верну им все до последнего пенса. Полно, милый. Это скорее моя вина. Если бы я не бежала из Ингрии, мы не встретились, и тебе не пришлось ссориться из-за меня с родителями, воровать и плыть на край света, скрываясь от властей. Я никак не могу привыкнуть, насколько это все неприятно. Ты тут ни при чем. Будь у моих предков хоть на чуточку больше человечности, сдержанности и рассудительности, а не эгоизма, вельможной спеси и ханжества, всего этого не случилось бы. Мне кажется, я начал понимать брата.
Он, как и я, сбежал из дома. Ты и словом не обмолвился, что не единственный ребенок в семье. У нас разные матери, так что мы с ним особо не общались, да и не виделись много лет. Повстречайся он мне на улице, я вряд ли узнал бы его. Знаю только то, что он служит закону и считается лучшим в своем деле. Британи хихикнула. Надеюсь, его не отправят в погоню за нами? Уверен, что нет. Мы бежали с Брока, а брат обитает где-то в Лондоне. Так вот, кто послужил для тебя примером. Вена? Нет. Возможно, отчасти, но лишь благодаря тебе я стал другим человеком. Наша с тобой встреча изменила меня, и я рад, что ты со мной. Я люблю тебя. Ее лазурные глаза плутовато блеснули, а уголки губ коварно приподнялись, словно она знала что-то такое, чего не знал он. Уста влюбленных слились в поцелуи. За их спинами кто-то откашлялся. Добро пожаловать на архипелаг Эспуар. Надеюсь, я не помешал вам? Вольт встал рядом с влюбленными, разглядывая город-порт. Разумеется, нет, капитан. Британи смущенно улыбнулась. Знаете, Британи, я и мои люди готовы избавиться от предрассудков. Вопреки дурной, но верной примете. Той самой, про женщин на корабле. Могу утверждать, что вы и ваша очаровательная подруга Марго – настоящие талисманы. Если хотите, обереги. Черт бы меня драл. Все это очень странно. Но по пути сюда мы не встретили ни одного вражеского корабля. Редкая удача. Опять вы мне льстите. Британи хихикнула. Отнюдь. Вы наш ангел-хранитель. Другого объяснения я просто не нахожу. Как бы вам не сглазить, капитан Вольт. В любом случае, боюсь, вы преувеличиваете мое влияние на наше путешествие. Скажите, вы бывали здесь раньше? Много раз, девочка моя. Пожалуй, это единственное место в Атлантике, где можно почувствовать себя в безопасности и чуть выдохнуть. Вокруг архипелага идет война. Англичане, испанцы, французы и голландцы. Каждый надеется урвать кусок пожирнее. Добавьте к ним пиратов. Но здесь, в Сан-Мигеле, всегда тихо. Нет, вы только посмотрите на эту завораживающую красоту. Вольт передал подзорную трубу девушке. Расскажите мне об этих островах, капитан. Что ж, извольте слушать, милочка. Примерно 300 лет назад на архипелаге поселились люди. Поговаривают, они прибыли сюда из Франции и Фландрии. Нынче островами владеет Португалия. Азоры находятся примерно на одинаковом расстоянии от Европы, Африки и Америки. Сан-Мигель – жемчужина судоходства. Воды, омывающие порт, нейтральны. Это место – настоящий оазис Атлантического океана. Взгляните на крепостные стены. Видите пушки? Их стволы пристально следят за каждым кораблем, что заходит в гавань. Винсент не мог оторвать взгляд от батареи. Ее мощь впечатляла. Орудия стояли в ряд, как молчаливые часовые. Пока капитан рассказывал, Винсент чувствовал пульс этого места и ритм жизни, царящий вокруг. С борта «Призрака» порт совершенно не походил на родной Брок. Первая лодка уже направилась к берегу. Под веселое песнопение матросы дружно налегали на весла. Стоило второй шлюпке коснуться воды, как к ней тут же подали шторм-трап. На палубе показались овальнолицый Боб с доктором Фиджеральдом. Позади них маячила Марго. Она судачилась с сержантом Даррелла. Высокий, подтянутый молодой человек стоял и внимательно ее слушал. Винсент не разобрал, о чем эти двое говорили, но стоило ему окликнуть Марго, как собеседник девушки тут же поспешил скрыться.
Взяв с Британи слово не покидать Мэйфлауэр в его отсутствие, а с Марго обещание не выпускать любимую из виду, Винсент спустился в лодку. Пока шлюпка не причалила к берегу, он ни с кем не обмолвился ни словом. Все его мысли были заняты возлюбленной. В памяти раз за разом прокручивалось неприятное воспоминание. Британи улыбается Дарреллу, когда тот грозится выиграть в карты серьги матери Винсента, чтобы после игры подарить их его невесте. Неужели Даррелл понравился ей? От подобной мысли на душе у Винсента заскребли кошки. Сердце в груди билось и рвалось наружу, как пойманная в клетку птица. Он никак не мог понять, почему мерзавцы, вроде Даррелла, привлекают порядочных девушек. Незаметно для него самого одно раздумье сменилось другим. Внезапно Винсент поймал себя на мысли, что соскучился по суше. Морское путешествие уже не приносило столько радости, как в первые дни. Затаив дыхание, он ждал момента, когда ступит на твердую поверхность. Наконец лодка причалила, и Винсент сошел на берег. Коснувшись земли, которая, в отличие от палубы, не качалась и не пыталась выпрыгнуть у него из-под ног, он испытал истинное наслаждение. Несмотря на то, что солнце почти скрылось за горизонтом, на причале царила суматоха. Жизнь здесь бурлила и била ключом. Капитаны, шкиперы отдавали команды матросам, к пришвартованным судам тянулись очереди докеров, несущих бочонки с ромом и вином, мешки с зерном, ящики с амуницией. Погрузка и разгрузка прибывших и отчаливающих шхун не останавливалась ни на минуту. Корабли из Африки, Вест-Индии, Америки, Европы заходили на Азорские острова в надежде набить доверху трюмы провиантом или встать в док на починку. Тут и там слышался звук плотницких инструментов, молотков, забивающих гвозди, топоров, пил, стамесок и рубанков, работающих по дереву. Судовые рабочие откачивали из полузатопленных трюмов воду, плотники заделывали пробоины. Рядом с причалом установили несколько медицинских шатров. Доктора осматривали раненых солдат и моряков. Одним накладывали повязки, другим проводили ампутации прямо на месте. Позади палаток стояло несколько подвод, в которые санитары сносили тех, кому медицина была уже не в силах помочь. Еще живые, истекающие кровью люди, обезумевшие от страха перед неминуемой смертью, походили на червей опарыша в отхожей яме. Смертельно раненые, они стонали, хрипели и шевелились среди своих мертвых боевых товарищей, не в силах выбраться из труповозок. Жуткое зрелище на фоне красивой островной жизни. От этой картины Винсенту стало не по себе, а к горлу подкатил ком тошноты. Только сейчас он полностью осознал, в какое опасное приключение пустился, захватив с собой Британи. Страх, живший внутри него на протяжении всей жизни, ожил и заговорил с ним откуда-то из самого темного уголка мозга. «Смотри внимательно. На их месте мог оказаться ты». Винсент зажмурился, сдавил ладонями виски и заорал: «Заткнись! Оставь меня в покое! Я сильный и смелый!» «Неужели? Тогда почему ты слышишь меня?» — не унимался внутренний голос. «Уходи прочь из моей головы! Я не боюсь!» Винсент открыл глаза и увидел перед собой судового врача. Фицджеральд стоял напротив и смотрел на него вопросительно недоумевающим взглядом. С вами все хорошо? «Все отлично, док. Не обращайте внимания». Тыльной стороной ладони Фицджеральд дотронулся до лба Винсента. Температуры нет. Скорее всего, обычная мигрень. Помните, что я говорил про свежий воздух? «Я совершенно здоров. Извините, но мне нужно идти. Собираюсь приобрести одну вещицу. Док,
Пожалуйста, не отплывайте без меня. Не хочу возвращаться на корабль в компании людей Даррелла». Ступайте, Винсент, и не задерживайтесь слишком долго. Фиджеральд отвернулся, продолжив торговаться с арабом, разодетым в дорогой шелковый наряд. Его интересовали травы и порошки, разложенные по склянкам и аккуратно выложенные на импровизированный прилавок, наскоро сложенные из пустых ящиков. В паре десятков шагов Винсент заметил Боба. Овальное лицо уже прикупил бочку солонины, 2 мешка галет и несколько корзин с фруктами. Кок окликнул 2 человек из отряда Даррелла и попросил тех покараулить провиант, пока не разузнает, где можно пополнить запасы пресной воды и как добраться до ближайшего ручья. К этому моменту солнце опустилось за горизонт, ночь сменила сумерки. В порту и на прилегающих к нему улицах зажгли огни. От горящих факелов небо над Сан-Мигелем воссияло ярким оранжевым заревом. Город-порт погружался в ночную жизнь. Винсент покинул причал и оказался на площади, заполненной торговыми рядами. Вокруг пахло экзотическими специями и свежевыловленной рыбой, отчего слюна текла сама собой. Какофония различных языков и акцентов доносилась до его ушей отовсюду. Наряду с честной торговлей в городе процветало воровство. Пока Винсент торговался с несговорчивым французом за пышный, политый шоколадом круассан, на его глазах произошла кража. Прямо из-под носа торговца, расхваливающего свой ювелирный товар, темнокожий парнишка умыкнул серебряный браслет, украшенный шпинелью и аметистами. «Держи! Хватай! Лови его!» — завопил купец с тюрбаном на голове, указывая пальцем в сторону воришки. За время путешествия Винсенту никак не удалось проявить себя. На протяжении всего плавания он оставался обычным пассажиром. Наконец-то ему выпал шанс сделать что-то полезное. Захотелось догнать мелкого разбойника, но тут он вспомнил, что сам ничуть не лучше вора. К этому времени пацан растворился в толпе и был таков. Винсент расстроился, но сразу нашел себе оправдание. «Я не знаю, как долго шлюпки будут стоять на берегу, а мне срочно нужно найти оружейника. Да и потом, от пропажи одной безделушки толстяк не обеднеет, а мальчишке, возможно, нечего есть. К тому же поимка ребенка отнюдь не геройский поступок». Потоптавшись на месте, он зашагал в сторону городских построек. За рынком вдоль всей береговой линии тянулась вереница постоялых дворов, таверн и вент. Из распахнутых настежь окон, стоявшей неподалеку харчевни, слышались веселые крики изрядно подвыпивших постояльцев и громкая музыка. Под аккомпанемент литавры перебор лютни вторил мелодичному звучанию флейты. В моменты, когда мелодия и вопли затихали, улица наполнялась звонкими голосами и смехом местных ночных бабочек, заискивающих с богатенькими клиентами. Распутные девицы в откровенных платьях демонстрировали свои прелести, предлагая провести с ними ночь любви за серебряную монету. Возбужденные их бесстыдными словами и не менее бесстыдными движениями тел, похотливые почитатели любви за деньги жадно выкатывали свои пьяные глаза и хватали случайных пассий за самые интимные места, осыпая полуобнаженных женщин кучами пошлостей, которые, по-видимому, в их понимании служили шлюхам лучшими комплиментами. С каждым новым шагом Винсент все дальше удалялся от порта и шума, царившего на берегу. Мощеная дорога уводила от океана к подножью холма. Выложенные брусчаткой широкие улицы переплетались с узенькими проулками, превращая Сан-Мигель в настоящий лабиринт. Они тянулись вдоль склона до самой вершины, петляли серпантином между каменных домов, вилл и дворцов богатых купцов и аристократов. Винсент шел, вдыхая сухой древесный запах кедров.
Теплый и амбровый аромат с нотами прогретой на солнце древесной коры вскружил ему голову. Цветущая на клумбах гортензия покачивалась от дуновения легкого ветерка. Он собирался прикупить огнестрел и надеялся встретить на улочках города хоть одного прохожего, кто смог бы указать дорогу к лавке или дому оружейника. Но улицы Сан-Мигеля словно вымерли. За время его блужданий воздух успел остыть, и на город опустилась легкая дымка. Двигаясь быстрым шагом, погруженный в свои мысли, Винсент поднялся довольно высоко. Прогулка измотала его, рубашка под пиджаком промокла от пота, мышцы болели, ноги заплетались. Из-за холмов, проросших невысоким лесом и кустарником, освещая острова серебряным светом, взошел бело-голубой диск луны. Он никогда в жизни не видел ничего подобного. В Англии она была с перепелиное яйцо, здесь выглядела больше страусиного. Отсюда, со склона холма, открывался фантастический вид на гавань. Внизу по-прежнему бурлила жизнь. В отраженном от воды лунном свете маячил темный силуэт стоящего на якоре призрака. Огней на палубе Винсент не разглядел. Очевидно, люди, оставшиеся на борту корабля, спали. Сизые клубы быстро сгущались. В нескольких шагах от него скользнула размытая приземистая тень. «Ну, наконец-то! Вот и прохожий!» «Уважаемый!» Он окликнул безликого незнакомца. Тот не ответил, юркнул в узкий проулок. Руками разгоняя перед собой серое марево, Винсент поспешил за неизвестным. Не пройдя и 2 десятков шагов, он уперся в дубовую дверь, над которой висела красивая вывеска, украшенная вычурной надписью на нескольких языках. «Оружие от Альфонсо Бертуччо». Ниже на цепочках жалобно скрипела и покачивалась рамка с 2 скрещенными деревянными пистолетами, обрамленными витиеватыми вензелями. Винсент тихонько постучал, но никто не ответил. Раздосадованный неудачей, он присел на корточки и облокотился спиной на дверь. Неожиданно та поддалась и открылась. Над косяком уныло звякнул колокольчик. Внутри виднелся тусклый свет от масляной лампы или камина. Винсент заглянул в дом. «Есть тут кто?» — тихонько спросил он, и в тот же момент услышал негромкий голос, доносившийся из соседней комнаты. Через щель приоткрытой двери Винсент увидел старичка, склонившегося над столом и бубнившего себе под нос странную мелодию. Вокруг него на верстаке была разбросана куча деталей и инструментов. Пожилой мужчина с белой, как снег, бородой и подкрученными усами заметил его и, подняв глаза, посмотрел на вошедшего. «Буэнос ночес. Puedo oírlo?» — спросил старик любезным тоном. «Я ищу оружие», — растерянно ответил Винсент. Он осознал, что если разговор продолжится, вряд ли они поймут друг друга. «Оружие?» — спросил старик на ломаном английском. Винсент чуть не подпрыгнул от счастья. «Сейчас опасные времена. На море пираты рыщут в поисках легкой добычи. Оно необходимо мне для выживания». Седой оружейник спрыгнул со стула на пол. Он был не выше 5 футов. «Верно говоришь. Ступай за мной». Взяв со стола лампу и ключ, шаркая по полу, карлик засеменил в соседнюю комнату, остановился на пороге, поманил гостя крючковатым пальцем. Винсент пошел следом. Выпуклые глазки старика уставились на стену. Здесь было все. Кинжалы, украшенные камнями, шпаги, покрытые золотом, ружья и пистолеты различных форм и калибров. «Оружие — это зло», — бормотал Бертуччо. «Оно дает тебе силу, но может и убить». «Я знаю об этом»,
— сказал Винсент, не в силах оторвать взгляд от стены. «А разве деньги и золото не зло? Они одурманивают людей, делают их бесчеловечными, толкают на преступления и убийства. Предлагаю обмен». Раз так, выбирай. Карлик протянул руку в сторону внушительного арсенала. «Я не разбираюсь в оружии, но мне нужен лучший пистолет». А много ли денег водится в твоих карманах? «Готов заплатить золотую гинею». В мое время за эту мелочь ты и обычный огнестрел не купил бы. Не то что лучший. «И как давно золотые монеты приравняли к мелочи?» Винсент высоко задрал нос. «Так тому и быть. Накину еще 2». Другой разговор. Старичок нагнулся и приподнял ковер. В тусклом свете лампы блеснул ключ. Послышалось 3 щелчка перед тем, как потайная дверца открылась. Странный оружейник достал из-под пола пистолет. Позволь продать тебе свой. Мне он уже не пригодится. Правильный огнестрел. Тот, что тебе нужен. Оружие должно отражать статус своего владельца. Изготавливаться в соответствии с последними технологиями человечества. Винсент слушал, не в силах оторвать взгляда от пистолета. «Выглядит как антиквариат. Наверное, тяжелый. Вы уверены, что это лучший огнестрел?» Попробуй. Старик подошел ближе. Бери, не бойся. Винсент чувствовал, как дрожат его руки. Стыдился, что оружейник заметит и решит, что он недостоин столь прекрасного оружия и передумает продавать пистолет. Но карлик будто позабыл о его присутствии. Стоял и нахваливал свой огнестрел, называл его по имени. Серый лис изготовлен из высококачественной стали. Чтобы придать ей блеск и избежать коррозии, она была обработана специальным абразивом и покрыта уникальным составом. Ручка выточена из красного дерева и отделана вставками ореха. Для удобства хвата подогнана под ладонь лучшим мастером-оружейником. Его инициалы выполнены серебряной гравировкой. Винсент выхватил пистолет из рук старика. Ладонь обхватила и крепко сжала рукоять серого лиса. Он прицелился, палец скользнул по холодному курку. Расставаться с оружием не хотелось. Бертуччо одобрительно кивнул. Сидит в руке, как литой. То, что нужно. «Возьму его!» Я не сомневался. Отличный выбор, а главное, правильный. Карлик закрыл потайную дверцу, задернул ковер. Давным-давно этот пистолет спас мне жизнь. Поверьте, вы не будете разочарованы. Когда-нибудь спасет и вашу. Добавил оружейник, добродушно улыбаясь. Винсент не отрывал глаз от огнестрела, чувствовал себя другим человеком. Наконец он может распрощаться со страхом навсегда. Теперь у него есть Британи и серый лис. Ему не терпелось вернуться на корабль и похвастаться перед любимой своим новым приобретением. Собравшись рассчитаться со стариком, он сунул пистолет за пояс и тут позади себя услышал женский голос. ¿Quién eres? ¿Qué quiere? Винсент обернулся. Красивая черноволосая девушка стояла перед ним и держала его на мушке. Он застыл на месте, испугавшись, что-то выстрелит. Чутье подсказало, дело попахивает крупными неприятностями. «Я Винсент Стерлинг. Путешествую из Англии в Новый Свет и собираюсь купить пистолет у этого человека». Он хотел указать на седоволосого карлика, но к своему ужасу обнаружил
что кроме его и незнакомки в комнате никого нет. «Куда делся оружейник? Старик! Он только что был тут!» Старик? Удивленно переспросила девушка. Ее английский оказался ничуть не лучше того, на котором с ним разговаривал карлик. Радовало одно — с ней можно было объясниться. Не врите мне. В этом доме живу и работаю только я. Одна. Меня зовут Клэр Бертучо. И я единственный оружейник на этих островах. Вы вывеску видели? «Извините меня, но я готов поклясться, что в этой комнате находился седой старичок с бородой и усами. Он и предложил мне купить серого лиса», — сказал Винсент, положив руку на рукоять огнестрела, заправленного за пояс. «Когда я вошел, карлик сидел за верстаком, что позади вас. Потом привел меня сюда, открыл потайную дверцу в полу. Вон там!» Он ткнул пальцем в темный угол, и... Винсент отчетливо помнил, что старик закрывал дверь и задергивал ее ковром. Сейчас тайник был распахнут, а половица откинута. Подле валялся тот самый ключ. Его слова озадачили девушку. Простите, сэр. Я живу тут всю жизнь. Никаких гномов, хоббитов и карликов я сроду не видала. Мой предок служил на испанском галеоне. Потом обосновался здесь. Открыл и обустроил оружейную мастерскую. На островах меня знают почти все. А моя репутация безукоризненна. Впрочем, на Азорских островах гномов никогда не было. Это вам нужно в Лапландию. «Говорю, это оружейник! Он собирался продать мне пистолет. А когда появились вы, карлик исчез. Хотите сказать, что я...» Стерлинг. Задумчиво протянула Клэр, перебив Винсента. Что-то знакомое. Я как будто где-то слышала эту фамилию. Вы сказали серого лиса? «Именно так! Мы договорились с недовинченным Леонардо на 3 гинеи!» Могу ли я взглянуть на пистолет? Хочу рассмотреть его ближе. Винсент заметил, как Бертуччо изменилась в лице. Ее брови сдвинулись, глаза заблестели, ноздри чуть расширились. Предчувствие чего-то ужасного, страшного сдавило его сердце. Казалось, что она вот-вот нажмет на спусковой крючок. Не хотелось искушать судьбу. «Вот он! Карлик! В комнате позади вас!» — крикнул Винсент, для пущей убедительности выпучив глаза так, что они чуть не выскочили из его глазниц. Клэр обернулась. Винсент налетел на нее, толкнул, сбил с ног и кинулся к выходу. У входной двери он споткнулся о порог, упал на живот, перекатился в сторону. Монеты высыпались из кармана его брюк. За спиной раздался выстрел. Винсент вскочил и драпанул со всех ног в сторону порта. Несмотря на то, что он мог погибнуть, его уверенность била через край. Наплевать на бесполезные золотые кругляши. Главное, что я по-прежнему жив, и у меня есть серый лис. Теперь я смогу защитить себя и любимую. Утешал себя Винсент. Сердце его ёкнуло, когда он подошел к причалу. Британи не спала на призраке в своей каюте. Она стояла на берегу в окружении Даррелла и его людей. Бывший друг рассказывал ей о своих приключениях. Девушка слушала лейтенанта с замиранием сердца и беззаботно смеялась. Ее звонкий голос разлетался в прохладном воздухе и вместе с капельками воды оседал на прибрежный песок, растворяясь в шуме накатывающих на берег волн. Он помахал рукой, но Британи, увлеченная рассказом Даррелла, не заметила его. Недолго думая, растолкав вояк, Винсент подошел к ней. «Что ты здесь делаешь?» Ему ответил Даррелл.
Мы как раз обсуждали нашу следующую остановку. Винсент прищурился. «Я не с тобой разговариваю, Даррелл. Британи, я просил тебя оставаться на корабле. Почему ты здесь? Где Марго?» Она закатила глаза, скрестив на груди руки. Винсент, при чем тут моя подруга? Я давно не ребенок и могу сама о себе позаботиться. Она надула губки, стараясь изобразить обиду. Винсент глубоко вздохнул. Я знаю, милая. Просто переживаю за тебя. Это незнакомое нам место и люди. Британи постаралась успокоить его. Да что со мной случится? Я с Дарреллом и его солдатами. Никто не защитит меня лучше военных. Ты покинул корабль несколько часов назад. Оставил меня одну. Я ждала тебя, скучала. В конце концов, мне захотелось посмотреть Сан-Мигель, а заодно найти тебя. Что ж, Винсент нашелся, с ухмылкой заметил Даррелл. Так что теперь я с превеликим удовольствием покажу тебе город. Он подставил ей свою руку. Винсент, ведь ты не против, если мы с Британи немного прогуляемся? Обещаю, я верну ее тебе целой и невредимой. О да, морковный сблевыш. Мы за ней присмотрим. Можешь не сомневаться. Пошутил один из людей Даррелла. Остальные дружно расхохотались. Вместо того, чтобы врезать оскорбившему его, Винсент стиснул зубы, схватил Британи, поднял на руки и понес к шлюпке, возле которой топтались Кок Боб и доктор Фиджеральд. Судя по их кислым лицам, эти двое все видели и слышали.